Добрый день, дорогие пекари! Сегодня я хочу предложить вам сделать настоящий черный хлеб из детства. Помните, как морозным утром или днем в детстве вы шли в булочную и чувствовали вот этот слегка кисловатый, приятный запах прямо со входа. И на полочках лежал белый, серый, черный, ну и, конечно, булочки. И вот такой хлеб мы редко даже называли ржаным, все говорили черный либо белый. Сейчас, когда вы самостоятельно начали выпекать домашний хлеб на заквасках, вы с удивлением узнаете, что оказывается ржаной хлеб рыжий, а не черный. И сегодня мы разберемся, как же сделать настоящий черный хлеб из детства. Ну а прежде чем начать, напоминаю, что нужно подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео, тогда больше домашних пекарей смогут их тоже увидеть. Давайте начинать. Приготовление этого хлеба начнем с заварки. Она будет самая простая. Я возьму ржаной ферментированный красный солод, залью его кипятком и дам остыть. Ржаной солод в небольшом количестве придаст нашему хлебу более насыщенный, такой глубокий цвет и более ржаной ароматный вкус и аромат. Извините за тавтологию. 20 граммов солода. Я заливаю 60 граммами кипятка, размешиваем солод. Здесь все происходит достаточно просто, никакого осахаривания нам не нужно. Мы просто оставляем эту тарелочку до момента полного остывания солода. Накрою крышкой, чтобы остывание было не так быстро. Все, как только солод примет комнатную температуру, можно будет замешивать тесто. Приступаем к постановке опары на наш ржаной кирпичик. В опаре у нас 200 граммов воды, 300 граммов муки, 150 граммов закваски. По густоте опара будет такая же, как закваска. Замесили опару в тугой колобок. Накрываем его крышкой, помещаем в теплое место, плюс 28, плюс 32 на 3 часа. После того, как я забрала закваску на выпечку, я эту закваску оставшуюся консервирую и отправляю в холодильник. И она у меня без кормления там проводит дней 10, неделю, дней 10. Если вам интересно, как консервировать закваску, напишите вопрос, и я тогда сделаю об этом отдельный сюжет. Через 3 часа брожения опары будем делать тесто. Видите, она потрескалась, поднялась. Можете ее так разломить, посмотреть структуру внутреннюю, попробовать. Кстати, вот я хотела делать тесто, а сейчас пробуем. Понимаю, что опара слишком пресная, не хочу делать тесто, потому что если у вас закваска пресная, опара пресная, у вас будет липкое тесто. Оставляю еще на час, поэтому сейчас делать не будем, будем делать позже. Прошел еще час брожения опары. Смотрим, и не только смотрим, но и пробуем. Она такая теплая внутри. Заметно стала кислее. Такая приятная кислинка, прелесть. К опаре добавляем весь тот солод, который был замочен. Не забываем про соль. 12-13 граммов. 180 граммов воды. И обдирная ржаная мука 240 граммов. Дальше можно замешивать любым удобным вам способом. Способ ручного замеса ржаного теста я показывала. Посмотрите, я оставлю ссылку в описании. И смотрите, важный момент. Мы сейчас замешиваем тесто, и нам нужно смотреть на густоту. Каждая мука обладает своей влагоемкостью в зависимости не только от сорта, от производителя, но и от условий хранения. Она, например, могла стоять в очень сухом помещении и хорошо начать впитывать воду из-за этого. Либо наоборот, она могла стоять во влажном помещении и набрать влажность из воздуха, и тогда она будет хуже впитывать воду. Сейчас самое главное размесить полностью в тесте опару, придать тесту однородность. Перешла на ручной замес, и смотрите, у меня получилось довольно крепкое по консистенции тесто. Для формового хлеба ржаного консистенция может быть нежнее, поэтому я добавлю воды, пусть будет 30 граммов, и продолжу замес. Тут совсем уже другие ощущения от теста. Что мы делаем дальше? Снова накрываем крышкой, снова оставляем бродить. Поскольку здесь не так много муки добавлено, опара у нас была большая,
Брожение теста составит около 2 часов. Наблюдаем за увеличением его и наблюдаем, чтобы на поверхности, сейчас заглажу поверхность, чтобы на поверхности появились дырочки. Это значит, что брожение прошло всю толщу теста и вышло на поверхность. Тогда можно будет уже формовать. Разглаживаю поверхность, накрываю крышкой обязательно, не забывайте. И в таком виде оставляю при температуре 28-32. Через 2 часа брожения теста готовим форму для расстойки. Раз уж мы собрались делать кирпичик, значит, берем стандартную хлебную форму. Тесто у меня на форму как раз L7. Смазываю антипригарной смазкой. Она мне стояла в холодильнике, застыла. Рецепт антипригарной смазки у меня есть на канале. Посмотрите, я оставлю ссылку в описании. А теперь посмотрим на тесто. Ох, красиво. Среди этих точек дырочки разглядеть непросто, но поверьте мне на слово, вот я вижу дырочки, вот дырочки, вот. То есть они уже появляются по всему объему. И вы помните, как я разгладила тесто, да, сейчас оно приподнялось таким куполом. Так, сейчас надо будет промазать руки маслом и чуть-чуть подсолнечного масла на стол. Делаем тоненький слой масла, скребочком аккуратно проходим по кругу. После этого опрокидываем его на стол. Вот что бывает, когда мы не смазываем миску маслом. Часть теста остается у нас в миске. Дальше берем шпатель или скребок, помогаем себе. Собираем тесто. Если прилипло, не отрываем, аккуратно отделяем шпателем либо скребком. Сильно на тесто не давите, чтобы не выдавливать из него все пузыри. Ну и дальше помещаем в форму. Смотрите, чтобы у вас красивый был верх у хлеба, мы берем силиконовую лопатку, смачиваем ее водой. Можно поставить стаканчик рядом, чтобы удобнее было смачивать. И проходимся по всей поверхности. Обязательно помещаем хлеб в теплую атмосферу. Все в те же 28-32 градуса. Обязательно накрываем пленкой, чтобы не подсыхала у нас корочка. Расстойка хлеба займет от 30 минут до часа. Это зависит от скорости брожения, от температуры, которую вы создадите. Наблюдайте за тестом. Оно должно увеличиться в 1,5 раза примерно. И тогда можно выпекать. 50 минут заняла расстойка. Если присмотреться, то видно дырочки на поверхности. Вот здесь вот прям крупные уже. Ну и, как я и говорила, тесто дошло до края. Где-то с 30-й минуты расстойки я уже включила духовку, и она у меня разогревается. Выпекать буду на таком режиме: вверх плюс низ, 250 градусов первые 15 минут. Потом я понижу температуру до 200 и допеку еще минут 30-35. Прежде чем отправлять хлеб в духовку, делаем 1 пшик, можно 2 пшика из пульверизатора. И отправляем выпекаться. Мой черный формовой хлеб готов. Он получился прямо вот как с хлебозавода. Чтобы придать корке глянцевости, я заварила крахмальный кисель. Это чуть-чуть воды и чайная, даже пол чайной ложки крахмала. На минутку-полторы в микроволновку. Вскипает жидкость, полимеризуется крахмал и образуется такой кисель. Можно сказать, стандартно получилось. Да, действительно, как с хлебозавода. Даем ему полностью остыть. Мякиш должен созреть. Ну, а потом разрежем и посмотрим. Ну что, друзья мои, хлеб у меня остыл. Смотрите, какой красивый. А пахнет. Вы знаете, в детстве, когда мы несли такой хлеб домой, корочку невозможно было не отгрызть. Режем и смотрим. Неровно разрезала, как обычно. Ну что, настоящий ржаной черный хлеб. Липкости практически нет, минимальный след на ноже, прям вот, ну, незначительный. Хороший мякиш, плотный, как и должен быть ржаной. В аромате есть и кислинка, и сладость, причем вот этих поджаристых корочек. Ой, очень приятно. Сейчас как раз эту неровность отрежу и попробую. Кисло-сладкий вкус, когда есть кислинка заквасочная и сладость вот этой поджаристой корочки. Супер. Настоящий ржаной черный хлеб. Плотный, ароматный,
с таким структурным классным мякишем. Испеките этот хлеб обязательно. Я надеюсь, он у вас вызовет бурю эмоций и воспоминаний. Угощайте хлебом друзей и родственников, вовлекайте их в пекарство, пусть домашних пекарей становится больше. Ну а мы с вами продолжим печь и испечем еще много всего интересного.